Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы будем делать пасхальный кулич на закваске. Для этого нам понадобится примерно 600 грамм уже готовой опары. Для того, чтобы приготовить опару, возьмите 25 грамм стартера, добавьте туда 200 грамм муки, 200 грамм воды и оставьте это на ночь в духовке. Вот моя порция уже содержит 600 грамм закваски. Туда мы добавляем 100 грамм йогурта, можно молока, 100 грамм сметаны. После этого ванильный сахар и будем взбивать 5 яиц. Один за одно. Масло я разогрела, чтобы его легко было смешать. Оно не должно быть очень горячим. 200 грамм масла сливочного растопили. Добавили в эту опару. Размешиваем яйца и желточки все вместе. После того, как мы будем добавлять соль и муку, можно будет приступить к миксеру. Можно смешивать будет это миксером. Муку я беру пшеничную первого сорта. Просеиваем ее, чтобы она обогатилась кислородом. 750 грамм примерно нам понадобится. После того, как тесто вымешается, оно, в принципе, будет такое, что и мягкое, и не будет приклеиваться к рукам. Сначала вымешиваем это ложкой, а потом будем смешивать это все миксером. В принципе, 5-7 минут нужно вымешивать, чтобы тесто не приклеивалось. Я отделяю еще 300 грамм готового теста. Хочу попробовать добавлять не сахар, а кокосовый сахар и посмотреть, какой будет эффект, какой будет вкус. Получилось очень замечательно на кокосовом сахаре. И вкус, и пасочка, кулич получился сладкий, и цвет получился более такой желто-коричневый, как будто там больше яиц добавлено. Вот. Но по сладости кокосовый сахар менее сладкий, чем обычный. Поэтому, если вы хотите, чтобы оно было немножечко слаще, придется добавить чуть-чуть больше сахара. На нашу порцию я добавляю здесь 180 грамм сахара. И, в принципе, это вот, кто любит очень сладкое, можно увеличить эту форму. Получается слегка сладковатая выпечка. Вот. Сейчас немножко добавили муки. Мы использовали всю муку. У меня было там примерно 800 грамм. Иногда оно берет немножко больше или меньше, зависит от размера также яиц. Используете вы йогурт или молоко. Вот тесто вымешали, накрыли шапочками и поставили подходить на 3-4 часа в духовку. Вот через несколько часов, посмотрите, тесто замечательно зашло. Сейчас его нужно будет растянуть и как бы сложить как конвертиками. Я намочила руки в воду, чтобы оно не клеилось. Вытягиваем, растягиваем и складываем. И достаточно повторить это 2 раза с промежуток в 1 час. Вот тесто хорошо от формы отделяется, не липкое, не очень липкое. Но если руки намочить в воду, то тоже прилипать к пальцам не будет. Я использую форму для кекса. Кекс будет большого размера, кулич. Если у вас есть другие формочки, этого хватит на несколько куличей. Зависит от вашего размера, ваших форм. Выпекаться он будет долго. Как бы если стандартный хлебушек выпекается примерно час, этот кулич выпекался при 200 градусах, наверное, точно часа 1,5. После того, как корочка сверху появилась, накрываю эту выпечку
все алюминиевой фольгой, иначе оно сверху будет уже горелым, а снизу оно еще не будет готовым. Куличик получился замечательный, пахнет домашней деревенской выпечкой. На здоровье!